Эмоциональное выгорание, хроническая усталость, нежелание просыпаться утром, вставать с кровати, непонимание, куда двигаться, что делать, что я хочу, усталость, раздражение, стресс – это те запросы, с которыми я сталкиваюсь в своей работе, на своих консультациях каждый день. Каждый день люди пишут мне с просьбой помочь им разобраться с этим состоянием, выйти из этого состояния, чтобы быть энергичными, быть наполненными, быть в ресурсе, наслаждаться своей жизнью и действительно ощущать себя счастливыми. И если эта история про тебя, если тебе тоже необходима помощь, то обязательно смотри это видео. В этом видео я расскажу о 7 основных причинах эмоционального выгорания, хронической усталости и апатии. Смотри это видео до конца, обязательно подписывайся на мой канал, чтобы в следующих выпусках узнать, а как же разобраться с этими причинами. Погнали! Всем привет! Я Алиса Котляр, я наставник ресурсного состояния миллионеров, энергокоуч и преподаватель медитаций. И я помогаю людям стать осознанней, энергичней и вследствие богаче, чтобы проживать каждый свой день в наслаждении, радости, легкости и счастье. Я искренне считаю, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы наслаждаться каждым моментом своей жизни, кайфовать и исполнять свои желания, мечты и строить действительно ту жизнь, которую мы мечтаем проживать. И для этого всего нам необходимо в первую очередь что? Правильно, энергия. Нам нужен ресурс. Это самое первое, что необходимо понять, когда ты впадаешь в это состояние, когда ничего не хочется делать. Что для того, чтобы из этого выбраться, необходима энергия. Но энергия, она у тебя сливается каждый день на те причины, которых я сейчас расскажу. И пока ты сливаешь энергию на эти вещи, то невозможно двигаться дальше. У тебя просто нет на это сил, нет желания, нет мотивации. И в этом видео я хочу разобраться в этих основных 7 причинах твоего эмоционального выгорания. И пиши в комментариях, как у тебя сейчас обстоят дела, что тебя беспокоит, что тебя тревожит, как ты себя сейчас чувствуешь и в чем, как ты считаешь, причина твоего выгорания, твоего состояния апатии, отсутствие энергии и нежелание что-либо делать и двигаться дальше. И первая основная причина, которую я озвучиваю своим клиентам, подопечным, когда мы начинаем раскапывать по-настоящему проблемы на моей диагностической консультации, это не любовь к себе. Это базовая история. Пока у тебя нет любви к себе, невозможно ощущать внутреннюю уверенность, невозможно хорошо выглядеть, быть здоровым человеком, невозможно строить отношения, пока нет любви к себе. Ты не можешь дать другим людям то, чего нет в тебе самом, чего нет в тебе самой. И если у тебя вот это внутреннее состояние непринятия себя, ты не чувствуешь невероятную, безусловную любовь к себе, ты постоянно будешь находить причины своих неудач, ты постоянно будешь себя критиковать, и ты будешь слышать осуждения со стороны окружающих, потому что люди отражают тебе то, что ты думаешь о них. И пока ты сама себя не полюбишь, то вряд ли кто-то полюбит тебя извне. Либо это могут быть отношения, но несчастливые, неистинные, нерадостные отношения. Человек, который не любит себя, встречается с другим человеком для того, чтобы получить от него эту любовь. И это больше история про созависимость, про созависимые отношения. Когда вам плохо одной, и вы ищете человека для того, чтобы получить от него эту любовь, ласку, тепло и заботу. Но это тупиковый вариант, потому что в конечном счете вы не будете по-настоящему счастливы. Ваше счастье начинается с любви к себе. Вторая причина, по которой ты не чувствуешь себя классно, и то, что тащит твою энергию, это твое окружение. Окружение, которое тянет тебя вниз. Это те люди, которые вокруг тебя говорят: да зачем тебе это надо? Да куда ты лезешь? Да нормальная же у тебя работа. Вот у меня была такая история, когда я действительно хотела заниматься своим блогом, хотела развиваться как наставник, хотела быть в онлайне, чтобы помогать как можно большему количеству людей. В тот момент я работала управляющей сетью веревочных парк, и один человек, я помню, мне тогда сказал, что Инстаграм, блогерство. Алиса, да куда ты лезешь? Зачем тебе это надо? Что ты будешь бьюти-блогером каким-то? Нормальный у тебя бизнес, занимайся им. И мне внутри стало так дискомфортно и больно от этого, потому что я понимала, что я предаю себя. Я не хочу здесь находиться, мне больно, мне неприятно и дискомфортно. Это не мое место. Хотя я очень любила долгое время то, чем я занималась. Но я поняла, что в какой-то момент я выросла, я хочу двигаться дальше. И многие из вас наверняка сейчас понимают, что в каких-то моментах в отношениях, в работе, в своих
желаниях, в том месте, где вы живете. Вы предаете себя. Вы соглашаетесь на меньшее. И это самое ужасное. И больнее всего, когда нету рядом людей, которые вас поддерживают. Когда есть люди, которые, наоборот, тащат вниз. Да, и это окружение, это энергетические вампиры, это могут быть ваши родственники, которые не верят в вас, не поддерживают вас. И эти люди усиливают ваше эмоциональное состояние, усиливают вашу неуверенность в себе, ваш дискомфорт, вашу апатию. И если это про тебя, то ставь плюсик в комментариях, чтобы осознать, что это та причина, с которой необходимо работать. Третья причина — это те убеждения и установки, которые есть в твоем подсознании. Пойми, наша психика устроена так, что 20% это только то, что мы действительно знаем, понимаем, осознаем, способны регулировать, контролировать. Это то рациональное, чем мы можем управлять. Это наши качества, это наши эмоции, и то не все ими способны управлять. Это то, что поддается логике и рационализации. Но 80% этого огромного айсберга скрыто под водой. Это твое подсознание. Это твои негативные установки и убеждения, которые ты даже не осознаешь. Это то, что блокирует тебя к действию. Это то, что ты не понимаешь, а как. То есть ты не понимаешь, как пробить свой потолок. Ты не понимаешь, как найти свое дело, свою реализацию. Ты не понимаешь, где встретить этого мужчину своей мечты. Ты не понимаешь, как построить отношения или как вытащить те отношения, которые у тебя есть, из бездны. Это то, с чем постоянно ко мне приходят в работу клиенты. И когда я провожу диагностическую консультацию, это первый этап работы со мной, то я нахожу большое количество установок и убеждений у людей, которых они сами не осознают и не видят, и с которыми, работая дальше, человек начинает раскрываться, открываться и видеть мир совершенно иначе. То есть ваши установки и убеждения — это как шоры, знаете, у лошадей. То есть они привыкли с ними жить. Для них это окей. Они не знают даже, что если убрать шоры, то мир станет гораздо шире. То же самое у людей происходит. И если у тебя есть вот это ощущение, что ты что-то не понимаешь, что у тебя что-то не получается, что ты что-то не знаешь, не понимаешь, как выйти из этого состояния и как поддерживать свой ресурс на высоте, в тонусе, то записывайся ко мне на диагностическую консультацию по ссылке в описании к этому видео, я с удовольствием тебе помогу. Мы разберем те причины, которые у тебя есть в твоей жизни, которые не позволяют тебе прийти к желаемой жизни и к тем целям, к которым ты хочешь прийти. И также я помогу тебе составить пошаговый план достижения результатов и того состояния, которое для тебя сейчас важно. Четвертая причина — это страхи. Страхи — это то, что нас сковывает. Страхи — это то, что не дает нам двигаться дальше. И это то, что занимает огромное количество твоих ресурсов и твоей энергии. Ты боишься, переживаешь, беспокоишься, и туда уходят все твои силы, на эти самые страхи. Они жрут твою энергию, они питаются твоими силами. И здесь важно понимать, что страхи — это медаль, у которой есть две стороны. Одна сторона — это как раз-таки то, что я уже сказала, это страхи, которые блокируют тебя и пожирают твою энергию, но есть другая сторона этой медали. Это когда ты осознаешь свои страхи и видишь в них ресурс. Страхи действительно могут иметь в себе огромный потенциал для тебя, но ты этого пока не осознаешь и не понимаешь, пока находишься внутри этого страха. И я своим клиентам помогаю выйти из этого страха и посмотреть на него снаружи, понять, для чего он необходим и что ценного он себе несет. И мы с клиентами переворачиваем этот страх в огромный ресурс. И люди просто взлетают по результатам, потому что страх — это очень крутой параметр, это очень крутой триггер, который, как знаете, как маячок показывает, куда тебе на самом деле необходимо двигаться. Следующая причина твоего эмоционального состояния — это отсутствие энергии. У тебя просто нет энергии на то, чтобы что-то делать, на то, чтобы что-то хотеть и желать. Причем у нас есть разные виды энергии, наверняка ты не о всех их знаешь. Помимо физической энергии, у нас есть эмоциональная энергия, умственная энергия, духовная энергия и денежная энергия. И для того, чтобы ощущать себя классно, быть в ресурсе, без усталости, эмоционального выгорания и апатии, необходимо прокачивать и работать со всеми видами энергий. И это тоже очень важный ключевой момент, с которого я начинаю свою работу, потому что невозможно делать что-то в своей жизни, пока у тебя нет энергии. Все есть энергия, все начинается с твоего ресурса. Чтобы утром встать, тебе нужны какие-то силы, нужна энергия. Чтобы приготовить завтрак, нужна энергия. Чтобы пойти на работу, нужна энергия. Чтобы общаться с семьей, нужна энергия. Для всего нужна энергия.
заботиться о себе нужна энергия. Поэтому пока нет энергии, нету нормального эмоционального состояния. Если тебе нравится это видео, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, очень крутые выпуски об осознанности, о ресурсном состоянии, о повышении уровня энергии и о том, как строить свою жизнь именно ту, о которой ты мечтаешь, и именно ту, которую ты хочешь. Ведь все зависит только от тебя. Шестая причина – это неуверенность в себе. Когда ты ощущаешь себя неуверенным, ты не можешь строить классные, адекватные отношения. Ты не можешь даже познакомиться с новыми людьми. У тебя не растет окружение. Ты не можешь двигаться по карьерной лестнице, потому что ты не уверен в себе. И это забирает твои силы и ресурсы. Ты не можешь открыть свой бизнес. Ты не можешь бросить нелюбимую работу и пойти заняться тем, что тебе по-настоящему нравится, потому что нету внутренней веры и опоры. И без этого невозможно двигаться дальше и развиваться, и входить в отношения, и пробивать свой финансовый потолок, пока нету уверенности в себе. Это очень важный момент, обрати на это внимание, насколько ты уверен в себе, насколько ты уверена в себе. И седьмая причина, очень распространенная для нашей страны и стран СНГ, это позиция жертвы. Почему-то как-то вот генетически у нас так сложилось, что люди в России любят пострадать. Вот у нас такая страдающая нация. Позиция жертвы – это то, в чем живет большинство россиян и русскоговорящей аудитории. И это проблема, с которой действительно важно разбираться. И человек в позиции жертвы может этого даже не осознавать, потому что эта позиция достаточно удобная. Не надо брать ответственность за свою жизнь, не надо к чему-то стремиться. Можно все спихнуть на обстоятельства, на президента, на общественный строй, на государство, на начальника, на друзей, на жену, на мужа, на детей, на всех, на кого угодно. Я здесь вообще ни при чем. Только фишка заключается в том, что пока ты живешь в позиции жертвы, ты не зарабатываешь деньги, ты не строишь классные, качественные отношения, у тебя нету крутого, потрясающего секса, и ты не чувствуешь себя свободным. Ты не можешь управлять своей жизнью, пока ты живешь в позиции жертвы. И это та штука, которая очень сильно тянет твою энергию. Это то, что не дает тебе развиваться, раскрываться. И в позиции жертвы ты 100% будешь испытывать эмоциональное выгорание постоянно. Постоянную апатию, усталость, вялость. У тебя не будет энергии. Потому что зачем жертве она? Жертва будет лежать потихонечку такая, страдать и умирать, чтобы они заботились, чтобы ее спасали, чтобы обращали на нее внимание. И это в целом окей, если тебе это нравится. Но если ты хочешь жить классной, яркой, своей жизнью, то с этим надо разбираться. Только когда ты в позиции автора, ты можешь по-настоящему строить свою жизнь. Ты можешь выбирать свой путь и жить так, как хочешь ты. Сейчас это доступно как никогда раньше. Задача только разобраться со всеми своими тараканами, устранить все эти причины, о которых я сегодня рассказала, повысить свой уровень энергии, выйти в ресурсное состояние, убрать все установки и тараканы из своей головы и начать действовать, применяя инструменты и навыки, которыми я с удовольствием с тобой поделюсь. И если ты хочешь начать двигаться этим путем, и тебе нужна моя помощь, то записывайся на диагностическую консультацию, и я расскажу тебе, как со мной можно поработать и как я могу тебе в этом помочь. Ну что ж, надеюсь, это видео было для вас супер полезным. Если это так, то обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео в своих социальных сетях, отмечайте меня в сторис, делитесь им со своими друзьями, с кем вы видите есть похожие ситуации, кому необходима помощь. Пусть он посмотрит или она посмотрит это видео и увидит те причины, почему у нее есть это состояние. Когда мы осознаем причины, мы уже имеем какую-то возможность с этим работать. А пока мы не понимаем и не осознаем, в чем же первоначало, то невозможно изменить следствие. Важно работать именно с первопричиной своего состояния и своих проблем. Благодарю вас за то, что вы есть, за то, что смотрите мои видео, пишите комментарии, пишите мне в Инстаграм. У меня есть Инстаграм, есть ТикТок, есть Телеграм-канал. Давайте дружить во всех социальных сетях. Я везде делаю очень крутой, качественный контент, потому что это моя миссия — помогать людям стать авторами своей жизни и проживать ту жизнь, которой они мечтают. Я вас люблю и до встречи в следующем выпуске. Пока!